Сегодня в этом видео мы разберем, что делать на рынке вот в такие моменты, как сейчас, когда у нас неопределенность, когда очень сильная волатильность, цены летают и вверх, и вниз, когда по чатам происходит паника, новостной шум, как в это время не потерять свой депозит, как совладать с эмоциями и что делать в такие периоды на рынке. Поэтому попрошу вас заранее поставить видосику лайк, он бесплатный, спуститесь вниз, поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны, а мы начинаем. Давайте для начала разберемся, что такое неопределенность на крипторынке. Первое – это отсутствие явного тренда. Смотрите, мы по эфирчику стоим в таком вот боковике, из него пока что никуда не выходили. Вот верхняя граница боковика, точнее нижняя граница боковика и верхняя граница боковика. То есть эфир, у него нет явного тренда, он стоит в боковике. Большинство альткоинов, они находятся в нисходящем тренде, это можно увидеть невооруженным глазом. Если у нас хаи понижаются, лои понижаются, это нисходящий тренд. Глобально, если смотреть тоже, у нас тоже нисходящий тренд по многим альткоинам. Поэтому вы должны сразу определить контекст, куда двигается рынок, большинство рынка. В нисходящем тренде, в боковике, либо в восходящем тренде. Если мы посмотрим на BTC, то BTC у нас явно находится в восходящем тренде. Да, с проторговками такими, но в восходящем тренде. Также неопределенность на рынке определяется волатильностью. Вот как недавно эфир и биток, и в принципе вся альта у нас сильно пролилась. То есть за буквально несколько дней эфир сделал движение с хая до лоу на 38%. Это очень хорошая коррекция по эфириуму. Другие альты, они по 50, по 60% сделали коррекции. В такие моменты тоже стоит быть очень внимательным на крипторынке. И я далее расскажу, что нужно делать, чтобы не потерять свой депозит. Также, когда на крипторынке выходят важные какие-то новости, это тоже вызывает волатильность и неопределенность, такие вот как сейчас, когда Дональд Трамп вводит пошлины, потом Китай вводит против него пошлины, то есть там вроде как еще с Мексикой пошлину отменили, поэтому рынок вырос, сегодня Китай вводит пошлины и рынок опять падает. В такие моменты тоже очень опасно торговать, потому что вас, вероятнее всего, вынесет из-за большой волатильности. Теперь давайте разберем стратегии поведения, что можно делать в такие вот моменты. Первая и самая простая, самая легкая стратегия – это, конечно же, оставаться в USDT, в стейблкоинах. Тем самым вы не сможете ничего потерять, потому что у вас стабильные монеты, и вы можете просто ждать, когда ситуация разрешится, когда уже будет четкое, ясное направление, что скажут: все, эфир – это топ-1 блокчейн, на нем будет все строиться, США за эфир, все, эфир идет, то есть он переходит в восходящий тренд, и вы где-нибудь в восходящем тренде по пути запрыгиваете в эту ракетку. Тогда это одна из самых безопасных стратегий, но, естественно, вы не купите как можно ниже эфир, и вы, соответственно, заберете меньше апсайд роста, но это более безопасная стратегия. Также и с другими альткоинами, когда там вот DYDX начнет наконец-таки свой восходящий тренд, обновит этот хай, тогда, да, по пути на росте вы можете запрыгивать, и это будет более безопасный вход в позицию, чем если вы будете откупать самое дно. Но опять же, у каждого свой риск-менеджмент, свой риск-аппетит. Я лично каждый дип откупаю, потому что я накапливаю позицию годами, очень большую позицию накапливаю, чтобы потом разгружаться в совершенно других диапазонах наверху. Поэтому каждый выбирает свою стратегию, но самое безопасное – это находиться в стейблкоине и ждать, когда ситуация на рынке станет ясной. Что делать, если вы хотите торговать? Вот в случае как с эфиром. Вы должны определить уровни поддержки и сопротивления. Посмотрите, у нас по эфиру, если посмотреть большой глобальный график, у нас вырисовывается треугольник аж с 2021 года. Вот видите треугольник? Это фигура технического анализа. Посмотрите на этом проливе, куда мы пришли. Прямо в нижний уровень поддержки по этому треугольнику, и также у нас есть уровень здесь. То есть у нас эфир. Как вообще определять уровни поддержки? Это тот ценовой диапазон, куда цена чаще всего приходила и делала от него отскок. Видите, мы сюда пришли, отскок, пришли, отскок, пришли, отскок, пришли, отскок, пришли, отскок, пришли, отскок. То же самое, вот здесь мы пришли, отскок. Значит, это уровень поддержки. Такие уровни очень легко определять, потому что цена туда очень много раз приходит. Вот у нас уровень сопротивления сверху. Видите, мы тут приходили к нему, тут к нему приходили, тут мы не дошли чуть до него. И сейчас мы торгуемся ниже уровня поддержки вот этой вот. Точнее, это уже уровень сопротивления для нас, потому что он находится сверху, сопротивление, снизу у нас находится поддержка. И если вы хотите торговать, допустим, ловить такие ножи, то вы должны смотреть уровни сопротивления и уровни поддержки. То есть вы могли бы сюда кинуть лимитку. Да, этот уровень чуть-чуть прошило, но не так важно, можно было бы стоп поставить куда-нибудь подальше, даже не такой стоп, допустим, тут даже ордер-блок есть. Опять же, это все у нас разные тактики торговли, которые нужно изучать, чтобы понимать, как работает рынок. Но вот уровни поддержки и сопротивления самые простые, поэтому вот за этот вот, допустим, уровень поддержки вы могли бы кинуть сюда стоп, и у вас бы взялась лимитка, и вы бы забрали такое движение. Давайте даже посмотрим, если вот не самого лоя от уровня поддержки, то до текущей отметки это движение 25%. Плюс плечо на бирже, соответственно, там профит очень-очень вкусненький. Поэтому искать такие вот моменты, где есть уровни поддержки и сопротивления. Давайте на битке посмотрим. На битке мы тоже как бы пришли к уровню. Видите, у нас вот есть такой уровень. Вот у нас раз цена сюда приходила, два цена сюда приходила,
Тут у нас цена сюда приходила, и сейчас она опять сюда пришла. То есть давайте я вам выделю, чтобы вы видели этот уровень. Горизонтальная линия, вот сюда мы тыкаем, бам. Видите, вот этот желтенький уровень, и как раз мы к нему пришли. Поэтому нужно торговать от таких вот уровней сильных, где цена с большей долей вероятности у нас развернется. И опять же, чтобы такие уровни видеть, вы должны открывать глобальный график, дневку какую-нибудь, недельку. Если вы будете смотреть на 15 минутки, то, соответственно, вы тут ни хера не увидите. Какой тут уровень, ничего не понятно. Поэтому нужно открывать более большие таймфреймы, чтобы видеть эти уровни. На часовиках еще, в принципе, можно заметить этот уровень. Да, вот видите, тут было касание, тут касание, чуть пробитие, тут касание, отскок. Поэтому открывайте большие таймфреймы, чтобы видеть эти уровни. Ну, естественно, если вы не любите большую волатильность, то у вас должен быть диверсифицированный портфель. У вас должен быть обязательно биткоин, топ-1 актив. Большая часть должна портфеля быть в биткоине, потому что он менее волатильный. Вторая – это альткоин, который у вас должен быть, это эфириум. И далее там какие-нибудь еще другие сильные монеты типа Solana, XRP, которые они более стабильны, чем другой остальной рынок криптовалют. И также у вас должны быть обязательно стейблкоины. В случае таких вот просадок, чтобы можно было откупать просадки, заходить в позиции, вы не должны всегда быть в рынке all-in. Это очень плохая тактика, когда вы полностью в рынке all-in. Я смотрю, что многие блогеры советуют, заходите в рынок, все по самые яйца залетайте в рынок. Нет, это неправильно, у вас всегда должны быть стейблкоины на запасе. Если у вас нет стейблкоинов на запасе, то у вас должен быть стабильный источник дохода, который приносит вам стейблкоины, приносит вам деньги, которые вы можете инвестировать в рынок, которые вы готовы потерять. Вы должны понимать, что крипторынок это очень большая волатильность, и есть шанс огромный, что вы потеряете эти средства. Поэтому вы должны всегда инвестировать те деньги, которые вам не жалко потерять. Как бы больно это ни звучало, но это понимание, оно ключевое в инвестициях в крипту, потому что это понимание дает вам, как бы, не знаю, такой моральный буст о том, что вы за эти средства не беспокоитесь, даже если вы их потеряете. То есть вы должны представить, вот вы инвестировали, все, забудьте про эти деньги, как будто у вас их нету. Тогда вам будет гораздо проще переносить всякие просадки, коррекции, росты и прочее. Вы просто будете сидеть спокойненько, потому что вы знаете, к чему это все идет. Вы знаете, что, возможно, вы эту сумму уже потеряли, у вас ее нету. Поэтому вам будет гораздо легче переживать такие ситуации, как сейчас, когда очень сильная волатильность на рынке. Также есть такая тактика хеджирования, то есть если вы зашли в лонг, допустим, я заходил в лонг по эфириуму здесь на 3200, меня тут успешно смыло на этом проливе. Но есть такая тактика хеджирования. Это когда вы заходите в лонг, и параллельно, когда вы зашли в лонг, вы открываете шорт-позицию. То у вас открыта лонг-позиция на такую же сумму, и вы должны на такую же сумму, на которую у вас открыта лонг-позиция, открыть шорт-позицию. То есть у вас две позиции, в лонг и в шорт. Это называется хеджирование рисков. Тем самым, если цена пойдет не в вашу сторону, то у вас шорт будет набираться, будет расти там позиция в плюс, а лонг будет в минус идти. Как только случается такой пролив, где-нибудь здесь вы закрываете, опять же, самый лоу поймать очень сложно. Где-нибудь вы здесь закрываете шорт, у вас остается лонг-позиция, вы можете профит с шорт-позиции переложить в лонг-позицию, тем самым у вас отрастет ваша позиция, и вы будете в плюсе. Опять же, позиции хеджирования, можно их через просто трейд открывать на бирже, соответственно, лонг-шорт, можно через опционы. Это все нужно изучать, это все стратегии торговли, которые вы должны изучать перед тем, как использовать. Обязательно. Никогда не используйте стратегию, если вы детально ее не изучили и не понимаете, как она работает. Ну и, как я говорил, не лезть в рынок без явного сигнала. То есть, когда мы получим сигнал, что вот биточек снова обновляет хай, тогда будет где-то на коррекциях можно будет заходить на продолжение роста. Сейчас, когда мы стоим в боковике, когда у нас неопределенность, лучше воздержаться от торговли, потому что очень большая вероятность, что вас вынесет. Тут очень сложно торговать, посмотрите, какая волатильность. То есть мы за сутки ходим на, даже по битку, если взять с самого пика, бам, отсюда до сюда, на 10% движения. Для битка это очень огромный процент движения. И вот сегодняшняя свеча уже прошли на 3,5% движения. То есть будут выносить плечи. Очень аккуратно с плечами, не завышайте риски, не используйте большие плечи, когда у нас такая большая волатильность на рынке. Теперь давайте разберем самые частые ошибки новичков, которые допускают при торговле на крипторынке. Что делать категорически нельзя, потому что вы потеряете депозит, если допустите эти ошибки. Погнали. Первое – это торговля на эмоциях. Эмоции – это прямой путь к сливу депозита. Крипторынок наказывает всех, кто торгует на эмоциях. Будь то страх, будь то фома, будь то радость за то, что вы там закрыли кучу позиций в профит. Рынок смоет всех, кто торгует на эмоциях. Если вы заходите в рынок, открываете сделку, это должна быть полностью обдуманная сделка, 0 эмоций, никаких там ваших «я вот так думаю, потому что так». Нет, четкая стратегия, почему вы зашли и что вы будете делать, если позиция пойдет не в вашу сторону, либо будет в боковике. Только четкая стратегия, торговля без эмоций принесет вам профит. Если вы заходите на эмоциях фома, страха, радости, жадности, разных других, скорее всего, вы сольете свой депозит. Эмоции в рынке, они вообще ни к чему, они не нужны для торговли, они только приводят к сливу депозита. Вторая, самая часто используемая ошибка в крипторынке – это торговля большими плечами.
50-е, 75-е, 100-е плечо сразу на такой волатильности приводит к ликвидации. Либо вы торгуете там, не знаю, на $1, и у вас маржи там еще там 10 тысяч долларов, тогда да, бесспорно, можно так торговать. Но большинство людей, у них там $50, они заходят с сотым плечом, о, $5000 можно торговать. Это опять же, это приводит к сливу депозита, у вас должна быть всегда маржа. Вы не можете зайти на $50, если у вас там депозит $100. У вас $50 не хватит на маржу, нам нужно заходить на гораздо меньшую сумму. Самая такая беспроигрышная тактика – это заходить на 1% от депозита. Тогда, чтобы слить ваш депозит, вам придется очень много сделать неправильных сделок, чтобы его слить. Поэтому никогда не заходите на половину своего депозита, не используйте большие плечи, торгуйте, учитесь на маленьких плечах. Вообще лучше учиться на демо-счете. На всех биржах практически есть демо-счет, где вы можете открывать сделки, при этом не теряя свои деньги, торгуя виртуальными средствами, учиться, использовать разные тактики. Обязательно используйте демо-счет для обучения новым торговым стратегиям и для торговли на крипторынке, если вы новичок. Потом уже переходите на реальные средства. Третья, самая распространенная ошибка – это торговля без стоп-лосса. Стоп-лосс – это у нас ограничитель наших убытков. Мы должны принимать убытки на себя. И опять же, это все относится к эмоциям. Многие люди такие, нет, я еще отодвину стоп-лосс, долью маржи, чтобы точно. Вот посмотрите видос, я сейчас вам скину видос, точнее, вот он, видос высветится. Посмотрите, к чему приводит торговля без стоп-лосса. Время 5 утра, мы только что потеряли 10 миллионов, 2 из которых не наши, это кредиты. Я поторговал на бирже, криптовалюта, была коррекция, начало все падать. Я, чтобы удержать свои позиции, добавил денег. Это были все деньги, которые мы копили всю свою совместную жизнь ради того, чтобы что-то изменилось в ней. Да, этот видос может быть постановочный, но поверьте, реально, очень много количества людей теряют свои деньги из-за того, что они торгуют без стопов. Стоп-лосс помогает нам ограничить наши убытки, и обязательно его нужно использовать. Вы, когда заходите в позицию, вы опять же мысленно должны уже расстаться с этими деньгами, что я захожу на такую-то сумму, и я готов ее потерять. Если я не потеряю, отлично. Потому что большинство людей, они заходят в позицию только с учетом того, что вот я могу там заработать $100, заработать там $500, но они не смотрят в другую сторону, они смотрят, сколько они могут потерять. Вот я захожу там, могу заработать $500, а могу потерять 1000. Хорошая ли эта сделка? Конечно же нет. Поэтому вы должны понимать свои убытки и ограничивать их стоп-лоссом обязательно, тем более в момент вот такой вот сильной волатильности. Понимаете, вот если бы я тогда по эфиру не поставил стоп-лосс, то есть я заходил на 2300, у меня стоп-лосс стоял на 2600, при этом я заходил на маленькую долю от своего депозита, поэтому меня вынесло. Если бы у меня не стоял стоп-лосс и цена бы дошла до 2100, я бы потерпел очень огромные убытки. А так я ограничил свои убытки стоп-лоссом, и тем самым я потерял маленькую часть своего депозита. Поэтому обязательно используйте стопы. Это база. Без стопов торговать тоже приводит к сливу депозита. Опять же, без стопов можно торговать, если вы заходите прямо на очень маленькую долю своего депозита и у вас огромная маржа. Тогда да, можно торговать без стопов. Но это, опять же, определенная тактика, которую нужно понимать, как она работает. Некоторые торговые роботы торгуют без стоп-лоссов, потому что у них огромный запас маржи, и они заходят на маленькую часть в позицию, тем самым они, как только профит позиция уходит, они ее закрывают. Там да, там можно торговать без стопов, но это определенная тактика, которой нужно учиться. Ну еще одна из распространенных ошибок — это поймать самое дно и поймать самый пик. Никто, даже сам манипулятор не знает, где дно, где пик. Пожалуйста, ребят, это невозможно. Невозможно купить на самом лоу и продать на самом хай. Это невозможно. Позиция должна набираться лесенкой, постепенно ордерами и продаваться точно так же лесенкой. То есть, если вы в долгосрок набираете, то это DCA, Dollar Cost Average, то есть вы потихоньку покупаете свою позицию, набираете, так у вас образуется самая лучшая точка входа. То есть, если вы дошли даже здесь на хаях, то есть вы тут покупали, тут, постепенно так покупали, и у вас средняя цена будет где-то здесь, и вы бы сейчас по эфире находились там в небольшом убытке, если вы просто купили здесь на хаях и просто сидели ждали. Поэтому всегда не заходите на фулл бабки, опять же, у вас всегда должны быть USDT свободные. Никогда не влаживайте полную свою сумку, полные свои деньги в рынок. Постепенно заходите, покупайте. Обязательно имейте источник дохода, который приносит вам деньги, на которые вы можете инвестировать в крипторынок. Опять же, это должны быть свободные деньги, которые вам не жалко потерять. И точно так же, когда цена достигает пика, допустим, у вас есть какие-то цели по эфиру 7-8 тысяч долларов, то есть вы к приходу к 7 тысячам долларов на 6 начинаете продаваться. Тут продали, и потихоньку распродаете свою позицию. Тем самым у вас сформируется лучшая точка выхода. Опять же, вот можно разобрать это как бургер, да? Вот это бургер. Ваша цель съесть не полный бургер, там, ваша цель съесть самое вкусное, это серединку, там, где мясо находится, помидорки, сыр, вот это все. Ваша цель съесть это. Не полностью бургер, не булки сверху. Вы лишь сможете съесть
самую вкусную часть. И с помощью стратегии постепенного усреднения, постепенного выхода из позиции можно это сделать. Поэтому используйте стратегию постепенного накопления позиций и постепенного выхода из позиции. Никогда не котлете в один актив и тем более на все бабки. Но вы меня спросите, ну что же делать, когда такая неопределенность, если нельзя торговать, если нету свободных USDT? Что же делать? Во-первых, если у вас нет свободных USDT, самое главное, что вы можете сделать, это просто закрыть графики и не смотреть на рынок, не смотреть на свой портфель, потому что что вам это дает? Вот вы смотрите на портфель, он в просадке, что вам это дает? Ровным счетом ничего. Поэтому не смотрите на свой портфель. Да, он там в просадке, да, там бешеная волатильность, что-то растет, что-то падает. Но если вы не собираетесь что-то делать с вашим портфелем, зачем туда смотреть? Это просто морально лишь давит сверху на вас и мешает принимать взвешенные решения без эмоций. Поэтому в такие моменты, если у вас нету USDT, вы набрали уже свой портфель, просто закройте графики, не смотрите, что там происходит. Через несколько месяцев все отрастет. Посмотрите на эфире. То же самое, постоянно были такие проливы, боковики, потом росло. Крипторынок двигается волнами. Рост, падение. Весь крипторынок, он двигается циклами. Сейчас у нас идет цикл биткоина, биткоин-сезон так называемый. После биткоин-сезона идет альткоин-сезон. Так было всегда и так и будет дальше. Потому что это делается для того, чтобы крупный капитал умножил свою сумку. Опять же, смотрите мое прошлое видео про альт-сезон, почему он проходит. И обязательно, реально, вот посмотрите, вот тут превьюшка выскочит. 100% просмотров, чтобы вы понимали, как работает альт-сезон и циклы в крипторынке. Альт-сезоны не делаются не для вас. Но если вы понимаете, что такое альт-сезон, как он действует, как он делается, то вы просто спокойно пересиживаете всю эту дикую волатильность и потом распродаетесь на отметках около пика. Опять же, пик поймать невозможно. Так что же можно делать в такие моменты? Первое, самое простое, это делать airdropы. Простые дропчики, те же тапалки в Telegram, если вам лень заниматься дропами, которые нормальные, которые не тапалки в Telegram, которые проекты, которые что-то делают, мутят, то вы можете делать дропы в Телеграме. Правда, сейчас очень мало тапалок. У меня есть список тапалок в моем Телеграм-канале в закрепе. Можете перейти, посмотреть, какие тапалки еще можно играть, чтобы получить airdrop. Также я буду на своем YouTube-канале делать видео по airdropам, какие проекты можно сейчас крутить, чтобы получить потом airdrop в будущем. Поэтому можете просто отвлечься от рынка и делать airdropы. Это принесет вам дополнительный кэш. Некоторые airdropы бесплатные, и если у вас нет депозита, вы можете раскрутить свой депозит с помощью airdropов. Я в скором времени сниму видео про airdropы, как находить дропы, которые еще не вышли, как находить методички по ним, как их правильно делать. Все это будет в новом скором видео, поэтому обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте лайк, чтобы не пропустить этот видос, и делитесь этим видео с друзьями. Для тех, кто не в курсе, что такое airdrop, это то, когда проект вам раздает свои токены за то, что вы делали какие-то действия, там лайки, подписки, какую-то активность в блокчейне. За это проект раздает вам свои токены, вы эти токены можете продать и заработать USDT. Либо эти токены холдить, если вы верите в проект. Поэтому airdropы это must-have для раскачки депозита и вот в такие вот неопределенные моменты, когда на рынке просто лютейшие выносы происходят. Второе, чем можно заниматься, это, конечно же, учеба, инвестиция в себя. Вы должны понимать, что на крипторынке у вас не получится ничего, если вы не будете обучаться, каждый раз какие-то новые стратегии использовать. Постоянно рынок меняется. Он хоть и цикличен, но в нем что-то постоянно меняется. Каждый раз какие-то новые стратегии, новые тактики, еще что-то новое. Как-то по-другому ведут себя фонды. Заходят те же BlackRock, допустим, несколько циклов назад не было BlackRock, сейчас они зашли. Как это повлияет на рынок? Экономические новости как повлияют на рынок? Все это нужно изучать и обучаться. Каждый день обучения приведет вас к успеху и к достижению ваших целей по портфелю. Поэтому инвестиция в себя, учеба – это то, что должен делать каждый, чтобы заработать на этом крипторынке и чтобы понимать, что здесь происходит. Обучаться можно с помощью моих видео. Я стал много снимать полезных видео, поэтому обязательно все видео посмотрите, обучайтесь. Также можно смотреть подкасты с инвесторами, которые заработали не $1 миллион. Вот я лично смотрю подкасты, практически каждый день смотрю подкасты и получаю очень ценную информацию, потому что там люди, они уже с опытом, они уже заработали много денег, и они делятся этой информацией абсолютно бесплатно, прямо в YouTube все это можно найти. Читать полезные статьи, искать какие-нибудь новостные источники, которые будут публиковать нормальную информацию, не мусор, не шум, а нормальную информацию, которой вы можете обучаться. Таких источников полно. Если хотите, я могу сделать отдельное видео, как обучаться криптовалюте, где находить полезные знания, чтобы зарабатывать на крипторынке. Если хотите такое видео, то обязательно напишите в комментариях. Также, если у вас есть творческое начало, вы можете делать контент, вот как я, делать видео, записывать, делиться своими тактиками, стратегиями. Даже если вы ничего не умеете, просто создайте канал, что вот типа я там такой-то, меня зовут, не знаю, Андрей, и я вот решил зайти в крипту, я ничего еще не знаю, у меня там есть деньги, я готов инвестировать,
и я хочу посмотреть, к чему меня это приведет. У меня там цель сделать 10 тысяч долларов на этом бычьем цикле, поэтому вот мой путь, я буду вам его транслировать, вы будете следить и делать отзывы. Вообще, просто снимайте себя, просто снимайте, что вы делаете. Поверьте, людям нравится вот эта открытость, контент, когда вы показываете себя настоящего, когда вы говорите о своих целях и показываете свой путь, это очень интересно. Также в такие моменты неопределенности можно пересмотреть свою тактику, можно посмотреть на свои прошлые трейды, какие вы допускали ошибки, почему вы ушли в минус, и пересмотреть свою тактику подхода к рынку, посмотреть какие-то новые тактики, как можно торговать. Все это находится в интернете, все бесплатно, ребят, пользуйтесь Гуглом, пользуйтесь чатом GPT и ишками, все открыто в интернете, полностью вся информация есть для того, чтобы стать успешным. Просто большинство из вас ленится и не хотят ничего делать. Если у вас есть дикое желание, то это желание должно подкрепляться действиями, чтобы приводило оно к успеху, к достижению ваших целей. Поэтому действуйте, обучайтесь, смотрите новые тактики, пробуйте. Опять же, мы живем одну жизнь, поэтому нужно пробовать и не бояться. И я думаю, что у вас все обязательно получится. Как я говорил несколько минут назад, это не смотреть на свой портфель. Это бесполезно, это ни к чему не приведет, если вы будете постоянно мониторить, обновлять ваш портфель, сколько там просадка, вышел он в плюс, не вышел в плюс. Это бесполезно, если вы нацелены в долгосрок. Если вы спекулянт, то и у вас портфель в просадке находится, то вам нужно явно пересмотреть свою стратегию подхода к рынку. Все остальное, обновление портфеля ни к чему не приводит. Если вы инвестируете в долгосрок, вы купили, закинули монетку, дописали, что вот я купил на просадке такую-такую монетку, и все, забили на свой портфель, закрыли его. Еще один пункт, которым можно заниматься, я уже не знаю какой там, это отслеживание новых нарративов, новых трендов, AI, DePIN, еще там какие-то новые тренды, РВА, токенизация, изучение, это все, опять же, вся информация находится в интернете, у вас есть чат GPT, задавайте ему вопросы, он на все ваши вопросы ответит, изучайте новые нарративы, что, возможно, в будущем понадобится людям, потому что проекты, которые будут реально нужны людям, они будут стрелять. Есть проекты, которые еще не вышли, поэтому обязательно изучайте все это и думайте наперед, думайте, как это может использоваться, как это может принести пользу, почему это будет переоценено. Мыслите немножко масштабнее, выйдите за пределы монитора вашего рынка, графика, надо мыслить масштабно. Почитайте книгу, кстати, Дэвид Шварц, вроде «Искусство мыслить масштабно». Она очень сильно вам поможет развивать ваше мышление и понимание того, что происходит вообще вокруг вас. Также можно следить за крупными движениями. Вот если вы не понимаете, думаете, вот сейчас все падает, что происходит вообще? Посмотрите, что делают фонды. MicroStrategy, семейный фонд Дональда Трампа, что они делают? Они в такие моменты покупают. Что BlackRock делает? Это все тоже on-chain. Используйте Arkham. Я тоже могу сделать отдельное видео, где расскажу, как следить за фондами, что они делают. Если вам это видео будет интересно, точнее вы хотите такое видео, то пишите в комментариях, обязательно сделаю. Поэтому следите за крупными игроками, что они делают. Также в прошлом видео про альтсезон я тоже дал вам один сайт, который называется CoinCarp, где можно следить, что происходит с альткоинами. И в том видео в прошлом, обязательно его посмотрите, вот превьюшка выскочила. Там я рассказал, что крупный капитал накапливает альткоины, это все видно по on-chain. Топ-100 кошельков отбирают эмиссию токена, тем самым накапливая позицию в альткоинах. Не просто так они накапливают позицию, поверьте мне, не для того, чтобы потом токен в нулину задампить. Ну и последнее, чем можно заняться, это закрыть свой ноутбук и уйти в офлайн. Пойти заняться спортом, пойти погулять, путешествовать, просто съездить в другой город, реально, отвлечитесь, возьмите билет на поезд, съездите в другой город, посмотрите там, не знаю, что-нибудь, погуляйте, пожалуйста. 24 часа сидеть за монитором, за рынком, это ни к чему хорошему не приводит. Поверьте мне, я сижу в день по 14-16 часов за монитором, я работаю в крипте, и я занимаюсь, постоянно мониторю график, информацию, читаю что-то, но благодаря этому я стал путешествовать. Я посетил Словению вот недавно, Австрию, Чехию посетил, в Дубай в марте лечу. Я сам путешествую, и это очень помогает разряжаться, это помогает посмотреть, как живут другие люди. Опять же, выходите за вот эти вот мелочное мышление, вот это узкое направленное мышление, вы должны мыслить масштабно. Вы, когда путешествуете, не знаю, думайте о чем-то таком, как люди живут, как что-то такое вот, не просто вот, приехал в новый город, ну и что? Погуляли там, побухали и все. Нет, вы должны как-то более масштабнее, более широко мыслить. Посмотрите, как живут люди, посмотрите, что они делают. Может быть, для себя что-то подчеркнете, может, увидите что-то новое, поймаете какое-то вдохновение. Поэтому обязательно путешествуйте, занимайтесь спортом, гуляйте с друзьями, отвлекайтесь от рынка в такие моменты. Это вам очень сильно поможет для того, чтобы в дальнейшем получать очень хорошие результаты на дистанции. Поэтому отвлечение от крипторынка — это еще один пункт, который вам поможет на дистанции держать, так сказать, форму. Ну что, это видео подходит к концу. Очень большое получилось, но очень полезное, поэтому обязательно делитесь этим видео друзьями, чтобы они тоже понимали, что нужно делать в такие моменты, как именно сейчас на крипторынке, как не паниковать и как получать профит на большой дистанции. Пожалуйста, поделитесь видосиком с друзьями, поставьте ему лайк,
Подписывайтесь на мои соцсети, это YouTube, на мой Telegram, ссылочка внизу в описании, можете переходить, подписываться в Telegram. Также есть закрытое сообщество, с ним можно знакомиться тоже по ссылочке в описании. Там у нас более детальная информация по криптовалюте, там у нас есть и обучение, поэтому если вы хотите обучаться, можете вступать в криптобазу. Мы там разбираем рынок более подробно, там есть огромная база курсов, сигналы даются. Короче, там все, поэтому если хотите, вступайте в криптобазу. Подписывайтесь опять же на мои социальные сети, мне будет очень приятно. Смотрите мои прошлые видео, я каждый день стараюсь для вас выпускать видосики, поэтому обязательно смотрите, стараюсь максимально давать полезный контент, я надеюсь, что вам это нравится, и пишите комментарии, чтобы я понимал, обратную связь от вас получал, чтобы что мне улучшать, что мне снимать, что вам интересно, очень интересно почитать ваши комментарии, но мы с вами увидимся уже в следующих видео, всем удачи, всем пока!